Часто так происходит, что когда аудиофил притаскивает очередные новые колонки, а жена говорит: «И сколько вот это твое чудо стоит? Это что за такие деревянные гробы? А ну-ка быстро верни их обратно, чтобы я их не видела». И тут, когда грустный аудиофил в панике звонит своему коллеге по несчастью и спрашивает совета, а тот ему отвечает: «А ты электростаты пробовал?» «Какие такие электростаты?» И действительно, бывают не только корпусные колонки. Подойдя впервые к электростатам, можно задаться вопросом, как вообще эти сабвуферы с москитной сеткой могут играть? Это что, шутка такая, а? На этот счет есть много детальных рассказов у блогеров и статей в интернет-журналах о том, как устроена электростатическая акустика. Пару ссылок на обзоры оставлю для вас в описании. Так почему электростаты другие? Все просто. Здесь высокие и средние частоты играют из огромной мембраны, которая по площади чаще всего превышает размер 2, 3, 4 динамиков, встроенных в обычную корпусную акустику. Эта мембрана тоньше человеческого волоса, буквально легче воздуха, что позволяет ей точно и быстро воспроизводить музыку. А за бас тут отвечает традиционный низкочастотный динамик, встроенный в деревянный корпус основания. В качестве связующего узла между электропанелью и басовой секцией здесь выступает нам хорошо знакомый хитрый кроссовер. Многие часто спорят, что лучше, электростаты или корпусная акустика с динамическими драйверами. Спросите киномана, кто страшнее, Халк или Кинг-Конг? Чтобы найти ответ, достаточно посмотреть оба фильма в кинотеатре с электростатической акустикой. Как и любую другую акустику, эти колонки нужно слушать лично. Однозначно, на что вы с первых секунд прослушивания обратите внимание, что в комнату как будто налили звука. Закрыв глаза, можно ощутить рядом с собой вокалиста, если он действительно есть в композиции, и других музыкантов, которые играют в процессе. А потом вы, выглянув в окно, поймете, что уже наступил вечер, и вы весь день просидели в своей аудиофильской пещере. И как же подобрать себе электростатическую акустику? Вот в чем вопрос. У Martin Logan 8 моделей, которые разделены на две серии – Electromotion и Masterpiece. Всех их объединяет наличие электропанели и басовой секции, в которой бывает один или два динамика. Увидев Логаны вживую, можно оценить, поместятся они у вас в комнате или нет. Но однозначно, в сравнении с традиционными корпусными колонками, эти электростаты выглядят невесомыми благодаря прозрачной тонкой панели, которая, вероятно, меньше испугает твою жену и будет гармонировать с любым цветом стен. Для небольших пространств подойдут EFX и ESL благодаря их компактным размерам. Для помещения размером 15-20 квадратов можно уже смотреть на ESL-X. У них все еще достаточно компактная басовая секция, но с уже увеличенной площадью электростатической мембраны. Дальше можно поэкспериментировать и примерить следующие колонки в зависимости от площади комнаты, наличия штор, ковра, мебели и другой утвари. Для особых и геометрически сложных помещений в линейке Martin Logan есть модели с литерой А, которые оснащены активной басовой секцией и системой акустической калибровки. А если у вас прямо дворец с рвом вокруг, то на стражу вашего звука можно поставить неолиты. А если у вас уже есть стереосистема и вы хотите отправить на пенсию прежние колонки, то предварительно не помешает примерить ваш старый усилитель к новым электростатам. Ведь они очень любят горячие транзисторные ламповые усилители. И когда вы поставите его с подходящим усилителем, электростатический звук не оставит вас равнодушным.